Powerbank от компании QutCheck емкостью в 25 тысяч мАч, который может выдавать через один порт до 140 Вт, а в многопортовом режиме до 210 Вт. Зарядить iPhone 14 он может 4 раза, Xiaomi 13 3 раза, при этом он поддерживает большинство протоколов зарядки, а для зарядки самого Powerbank предусмотрели быструю зарядку до 110 Вт, что позволяет его зарядить за 1 час 30 минут. Для удобства есть цветной TFT-экран, на котором расположили всю необходимую информацию и режим подачи низкого тока. Над внешним видом также постарались, так как данная модель выглядит довольно стильно, плюс ко всему выполнена из качественных материалов. Обо всем этом, разумеется, можно прочесть в рекламе к Powerbank под названием QutCheck P23. Полетели. Поставляется данная модель Powerbank в коробке с прозрачной вставки из пластика. Выглядит упаковка отлично, как и сам пакинг хороший. В комплекте мы имеем Powerbank, длинный кабель с Type-C на Type-C, руководство пользователя, в котором все подробно расписано с иллюстрациями. Вдруг вы не то не туда попытаетесь запихать. Мешочек для транспортировки, за что плюс ко всему он еще и неплохого качества. Отдельно от основной упаковки мне также прислали зарядное устройство GAN QutCheck на 30 Вт. Вес Powerbank 632 грамма, такой вот кирпичик, а габариты 155 на 55 на 55 миллиметров. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно в конце месяца. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много всего полезного. Плюс на лайв-канале Доп Контент иногда и по 3 ролика в день. Туда тоже смотрим. Там все интеллектуально полегче и поживее. Помимо этого еще Honor Magic Ultimate. Разыгрывается у меня 5-е условия по ссылке в описании. В ноябре разыграем. Перейдем к Powerbank. Внешне данная модель выглядит очень круто. Корпус выполнен из металла и пластика. Сборка устройства отличная, как и качество материалов. Учитывая характеристики, я бы не назвал его сильно тяжелым, при этом он достаточно компактный. С собой взять его, положив в рюкзак или в ту же сумку через плечо, можно без проблем. Большая часть корпуса матовая в сером цвете. Также есть черные текстурные вставки по бокам и прозрачная панель с фронтальной части, за которой расположили светодиодную ленту. И TFT-экран на 1,54 дюйма, разумеется, цветной. На экране отображается процент заряда аккумулятора, оставшееся время зарядки-разрядки, общая выходная и входная мощность, однопортовая мощность, однопортовый ток, однопортовое напряжение в реальном времени и график стабильности. Включить экран можно, нажав на механическую кнопку под ним. Из разъемов на вход и выход есть 2 Type-C, а только на выход один USB-A порт. Перейдем же к характеристикам. Емкость 25 тысяч мАч. Мощность 90 Вт 3,6 вольта. А номинальная емкость составляет 13,5 тысяч мАч, 5 вольт 6 ампер. Брать его с собой во время перелетов можно, но хотя все зависит от компании. Тип аккумулятора литий-ионный, полимерный. Время зарядки от 0 до сотки от 30-ваттного зарядного устройства с родным кабелем Type-C у меня составило 3 часа 30 минут. От 0 до 60%, к слову, он зарядился за 1 час 40 минут. Если использовать зарядное устройство на 110 Вт, а оригинальный кабель заряжая через Type-C, то время зарядки может составлять всего 2 часа 30 минут. По заявлению производителя, что даже после 5 сотен циклов зарядки емкость аккумулятора будет составлять не менее 80%. Это круто. Type-C 1 максимум выдает 140 Вт, ко всему он поддерживает протокол Power Delivery версии 3.1. Но только если использовать однопортовый режим зарядки только через Type-C. Type-C 2 выдает максимум 60 Вт, а USB-A 1 выдает 30 Вт. В многопортовом режиме данное устройство может выдавать в сумме 210 Вт. P23 поддерживает различные протоколы зарядки, я бы не сказал, что их прям много, но основные на борту. Можно заряжать ноутбуки, смартфоны, также есть поддержка зарядкой малыми токами, к примеру, для наушников, часов и не только. Чтобы ее включить, необходимо 2 раза нажать на кнопку, которая находится на Powerbank. iPhone 13 Pro заряжается от P23 до 50% за 35 минут, от 0 до сотки за 2 часа. Powerbank потратил 12% заряда, что, как по мне, отличный результат. MacBook Pro на 13 дюймов 2020 года Powerbank полностью зарядить не смог, но он зарядил его больше, чем наполовину, от 0 до 50% за 1 час, потратив 60% заряда Powerbank. Плюс 10 накопилось за 30 минут, потратив 20 заряда Powerbank. По поводу нагрева P23 во время подзарядки того или иного устройства, я могу сказать лишь одно, то что, на мое удивление, выделяется куда меньше тепла, чем я ожидал. Учитывая это, можно сделать вывод, что система теплоотведения справляется хорошо. Плюс ко всему есть защита от перегрева, от короткого замыкания, защита от перегруза на входе, защита от перенапряжения на выходе и не только. Если говорить простыми словами, то производитель позаботился о безопасном использовании данной модели. К минусам отнесутся
цену, так как данную модель я бы советовал брать только на распродажах или с лютыми купонами. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Рассказывать ли про пауэрбэнки или нет, пишите в комментах. У меня их еще несколько. И, в принципе, я планирую и на маленькие, и на большие делать такие небольшие ролики. Резюмирую. Powerbank QuickTech P23, учитывая все характеристики и возможности, отличный выбор для пауэрбэнка, который можно приобрести прямо на данный момент. Плюсов у P23 более чем достаточно. От меня девайсу однозначно да. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.